Девочки, привет! У меня сегодня релакс наедине с орхидеями. Посмотрите, присела, сняла с одной полки стеллажа некоторое количество для полива. Вот так смотрю, закрытые системы, но надо уже полить. Можно было еще пару деньков подождать, но раз я уже начала этот процесс, значит надо продолжать. В общем, мы как раз сейчас с вами полюбуемся, что тут у меня нацвело. Лимоша на месте, чирикает. У меня с утра здесь посылочка. Сейчас пойду отправлять хоечки. Все-таки девочки не дождались потепления. Какое-то тут вот сегодня-завтра окошко, там +3, +4. В общем, хоечки поедут к своим новым хозяйкам. Я смотрю, выжидаю время. Ой, гляньте на мою медузу. Я даже привстану. Видите, уже 11:30. Я выжидаю время, чтобы прямо распогодилось, чтобы не было холодно. Надо добежать до почты. Кто любит спиннеры? Медуза одна из них. Сумасшедшей красоты биглип. У него и губа, и петалии практически одного размера. Немного слился тут со стенкой, но вот так растет. Представьте, девчонки, где лампа, да, и где формировался цветонос вообще в сторону. И ему хватило света вот так в полутьме. Окно далековато. Удивительно. Но вот мне нравится, что он так формирует каскады и такую красоту. Прям вообще на фоне часов прям смотрится. Так, ну что тут у меня нацвело? Я вам уже показывала немножко кусочек. Пока еще было все на бутонах. Смотрю на эту елочку. Елочка это Babyface. Такая ладненькая. Листики прям все одинаковые. Многоэтажная. И вот я смотрю на эти два цветоноса. Они просто вот в разные стороны получились. Я их не подвязала. Вчера буквально открылся последний бутончик. Немножко, мне кажется, она такая получилась не яркая в этом сезоне. Кажется мне, что она в прошлом сезоне была нежнее, что ли. Не то, что нежнее, но немножко другого тона. Меньше было у нее вот этих разводов. Видите, светлых сколько разводов в зимнее время. А, тут еще бутончик есть. Да, Лимоша. Лимоша, скажи всем привет. Поздоровайся. Это здесь, знаете, возглавляет всю эту цветочную банду попугай по имени Лимоша. Был лимон, когда-то я вам рассказывала, когда я ее нашла в парке в ноябре месяце, по-моему, это был 19-й год. Она была такая истощенная, но мы решили, что это мальчик. Но потом мальчик нам подарил яичко, и мы поняли, что это дама. В общем, смотрите на эту красоту, которая цветет вот так вот в растопырку. В одну сторону цветонос и в другую сторону цветонос. Цветочек очень небольшой, сантиметров 5-6, без аромата, но интересная очень. Я говорю, в этот раз прямо интересные такие у нее на каждом цветочке кремовые всполохи. Посмотрите. Причем на каждом цветочке это индивидуально. Очень интересно. Я сейчас попыталась поднять цветоносы вот так друг к дружке. Ну, поняла, что уже пускай будет так. Они неплохо лежат тут на листиках. В общем-то, все нормально. Растет она в закрытой системе. Вижу, что просохла уже. Я здесь, кстати, смотрю видео. Надо выключить про орхидеи. И поливаю. Где моя поливалка, девчонки? Запаковала посылочку с хоями. И сейчас пролью эту полочку. Я оставлю тут буквально пару сантиметров на дне. И
быстренько корешки, они уже доросли до низа, подтянут эту влагу. Так, еще чуть больше. Так как цветет, много цветов на себе держит, поэтому нуждается в более частом поливе, хотя и закрытая система. Но я не проливаю по всему горшку. Давайте еще немножко. Ну, что-то на мох попадает. Там и живой мох, и кора, и керамзит внизу. Кто-то боится добавлять керамзит, говорит, корни сушит, потому что быстро. Вот есть некоторое количество корней, которые сброшены. Видите, вот схлопнутый веломен. То есть по своей сути орхидея все же не держит на себе много лет одни и те же корни. Потому что как и у листа, так и у корня есть свой срок жизни. Обычно это 2-3 года. Вот такая красопета. Так, вчера я уже не выдержала и полила сакуру вечером, потому что я ее приподняла. В общем, я пошла на Facebook, рассматривала у девочек в предложении разные орхидеи. И смотрю, приехала в бутик орхидеи, вот эта красота Young Go Sakura, так она, по-моему, называется, да. И я потянулась за своей, чтобы сделать фоточку, там у меня водичка, чтобы сделать фоточку девочкам, показать, ну, как она в домашних условиях цветет, потому что смотрю, так желающих немного на нее, там буквально 2-3 человека, кто заказал в бутике орхидеи эту красоту. И я решила показать ее на фото, как она цветет дома. Думаю, что мне самой также нравится, когда покупаешь какую-то орхидею, заказываешь у продавца. И кроме фотографии садовника, есть фотографии реальные, живые, так как они цветут дома. И вот я тоже решила добавить фотографию. Это у нас уже второе цветение домашнее. Тоже она покупалась у меня в бутике орхидей в размере 2,5, мне кажется, даже 3. Ну вот листья у нее были пошире при покупке. У меня начали растить, она начала такие более тонкие листики. Но цветет она вот сейчас на 2 цветоноса. Очень даже неплохо. В прошлом году это был 1 цветонос, в этом году 2. И получился такой, знаете, красивый розовый букетик. Мне очень нравится она. Я не замечаю за ней какой-то особенной прихотливости. Не могу даже сказать, что она какие-то мне проблемы делает. Единственное, что она посажена изначально вот в такой дырявый горшочек двойной. Внизу корешки уже. Там водичка. В общем, очень быстро просыхает, так как у нее очень такая воздушная посадочка. Мне она очень нравится. Смотрите, какая прелесть. Биглипчик. С биглипчиками я, конечно, на «вы», но вот конкретно этот очень даже неплохо себя ведет. В отличие вот от этого. Сейчас я вам покажу, кто здесь у меня капризюля, как и у вас у многих. У меня это уже второй раз, вторая встреча с ним, с этим сортом. Это вы все узнали, венецианский карнавал. В этот раз я была преднамеренно, уже как бы я знала, что не все так просто с ним. Мой первый раз не увенчался успехом. Он у меня процвел в домашнем цветении, первый экземпляр. Но изначально была розетка куплена молоденькой, очень с маленьким количеством хороших корней. И уже второй экземпляр осознанно выбирался взрослым таким большим растением. Вот эта верхушечка у меня выросла. Это у меня уже второе домашнее цветение. Я вижу вот внизу последний срез от цветоноса, потом пропущены пазухи здесь. Но как-то выдал отсюда. Венецианский карнавал, он обаятелен и привлекателен. Но он с характером. Главное его не перелить, не пересушить. В общем-то, у меня живет вот так в закрытой системе. Нарастил много корней. Видите,
с удовольствием освоил горшочек. Дал даже корешки с верхнего уровня, которые тоже углубляются в субстрат. Я его стараюсь поливать подальше от шеи. Вот так буквально в одно место лью. Также наливаю туда вниз пару сантиметров воды. И все. То есть даже не проливаю там к шее близко. Водичка потом распределяется. Я расположила вот так мох по окружности. И то есть, соприкасаясь с водой, корни, которые проросли вниз, транспортируют наверх влагу. И мох тоже распределяет по всему объему горшка. Так, я уже не вижу, девочки, сколько я налила. Тут главное не переборщить. О, где-то пару сантиметров есть, да? Вот. Этого достаточно. Тут даже добавлен сиромис. В общем, этого достаточно. Тоже он долго адаптировался. В отличие, вот говорю, от сакуры, он повыпендривался, так скажем. Но ничего. Очень надеюсь на его толерантность. И были у меня еще к нему вопросы по поводу, как его расположить на естественном освещении или под лампой. Я его расположила под лампой. Немножко мельче стал расти лист под лампами. Ну, в принципе, цветонос он заложил под искусственным освещением и цветет. Бутоны не сбрасывал. Все нормально. Мне кажется, что сакура намного ярче, интереснее, да? Ну, как бы, они, вообще их сравнивать, в принципе, не надо. Они каждый по-своему хорош. Ну, венецианский карнавал, он просто нежнее. Девочки, ушло с утра солнышко, на солнышке было бы красивше, но как есть. Так, еще одна представительница такого крупноцветкового каскадного цветения. Это похожая на Пандору дамочка, но это Арвен. У нее прям такие гусиные лапки, интересная такая губа. Вы видите, как-то торчащие. Мне нравится на такие орхидеи смотреть в профиль. Здоровски. Вот остался один бутончик. Она дает такие каскадики. Даже я не подвязала на этой полке цветоносы. Они, так как у них там две лампы, цветоносы все шли четко вверх и сами формировались. И вот Арвен тоже не из сильно капризных, но вот так вот он сам сложил свой каскадик. И вот такие вот крупненькие цветочки, где-то 8-9 сантиметров, украшают этот прекрасный кустик. Мне он очень нравится. Такое вот, знаете, как будто следы на снегу от лапок. Классные. Ну, кто-то скажет звездное небо, кто что увидит. И вот в этом году, прям как и в прошлом, очень хороший, не на маленькое количество цветочков в букетик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я думаю, что с каждым годом это будет все больше и больше количество цветочков, потому что чем больше корней, сейчас мы тоже дадим ему попить, тем больше корней, тем больше может питание взять орхидея, хорошо развивает свой верхний ярус, и, соответственно, из-за того, что у нее заканчивается достаточное количество и корней, и листьев, она может удержать вот цветение на большее количество цветов. Но в этот раз, сейчас я полью вот так. В этот раз Арвен решил мне дать только 8 бутончиков. Так, мы не перестараемся. У него такой же принцип посадки, как и у венецианского карнавала, как и у Babyface. Видите, слой керамзита, коковолокно, мох и немного коры. Так, я думаю, этого достаточно. Хотя Арвен тоже любит попить, так что он никогда не обижается на излишки. Выльем ему все. Красавец. Красавец. И вот с этой полочки еще одна красавица, которая у меня уже
отцветает и требует уже пересадочки. Возможно, я ее посажу вот точно так, как растут эти красотки. Девочки, смотрите, 10% влажности. Караул. Это просто ужас. Конечно, надо поливать. Уже все, видите, вот ответвление все уходит. Смотрите, сколько пыли. Это от лимоши. Думаю, почему такие белые цветоносы? Это лимоша своими там крылышками машет и поднимает пыль. Это уже остаточное цветение Карины, Золотая река, Golden River. Недавно услышала в одном из видео про то, что якобы девочки видели в каком-то каталоге все 3 названия Карины. И что якобы это все разные орхидеи. Ну, я как-то в этом сомневаюсь, потому что это, скорее всего, просто разные торговые названия одного и того же сорта. А разница в цветении обусловлена разницей в температуре содержания. Так мне кажется. Если бы была возможность такая, чтобы в одни условия поместить этот сорт, купленный под разными названиями. Там, например, купили на горшке пробита Карина, на другом горшке Golden River, хотя и что там еще? И 3-й африканский закат, да? 3. И вот если 3 купить, если вот была бы такая возможность, и в одни и те же условия поместить и пронаблюдать за цветением, тогда можно было бы утверждать, что в одних и тех же условиях это разные цветовые какие-то решения, разная форма цветочка. Но мне кажется, нет, даже вот во время цветения она, как и все остальные орхидеи, сначала более яркая при распуске, а потом постепенно цветочек как бы выцветает. Хотя вот стоит у меня под лампой, под искусственным освещением. Думаю, что на свету, на солнышке, особенно летом, она вообще была белесая-белесая. Сначала она тоже была красивая и яркая. Еще от экземпляра зависит. Бывает, что покупаешь яркий, и он более ярко цветет. Но все-таки зависит от условий содержания, от сезона цветения. Так что, ну, такое мое мнение. Мне кажется, все-таки это один и тот же сорт под разными торговыми названиями. Так, и со всей этой компашки, с этой полочки у меня есть мой любимчик, который сейчас не цветет, за которым я наблюдаю. Это один из последних, кто был приобретен. Это мой из ТикТока замечательный фаленопсис, который называется... Ой... Горизонт. Горизонт. Я очень переживала, срезала ему цветоносы. Все-таки зимние поставки, они зимние. Ну вот, смотрите, корешки у нас начали рост, что радует. Чувствует весну. Вот здесь новый корешок вышел. Он вообще обалденный цветун. Листик новый. Надо его тоже обтереть и пробрызгать на всякий случай от вредителей. Хотя, в принципе, следов вредителей я не вижу. Я думаю, что уже скоро, девчонки, начнем обработки профилактические от клещей, от трипсов, от мучнистого. Потому что уже скоро все это оживет. Даже сейчас оно есть, но не в таком количестве, как это бывает летом. Поэтому профилактика наше все. Я прикупила Аберон Рапид, но еще, девочки, не пробовала ни разу. Надо будет, чтобы вы написали мне тонкости его использования, кто пробовал. Я лето прошлое и осень
на биоинсектоакарициде, петоксибациллине. Несколько раз их брызгала, обрабатывала, так что даже до октары у нас дело не дошло. Как-то мы худо-бедно лето пережили. Конечно, не без потерь, но эти потери непонятные. То ли, возможно, и был клещ, и развалились орхидеи, что ты не можешь понять, что произошло. Потому что нет уж теста у нас на вредителя. Вот если спонжик спиртом намочить, там тереть лист, будет ли сизый налет. Но мне кажется, сизый налет это уже тогда, когда уже там совсем-совсем все плохо, когда уже практически растение там съедено. А так, в общем-то, невооруженным глазом клеща очень тяжело увидеть. Ну, сейчас он, если даже есть, колония еще не сильно активна, не сильно многочисленна. Поэтому при профилактике очень хорошо какая-то часть колонии погибает, и мы уменьшаем поголовье вредителя, и орхидея может сама даже его контролировать, если это хороший такой мощный куст. Ну, профилактика наша все. Также, девочки, показала вам. Сейчас иду, отправляю посылочку с хоечками. Здесь все у нас цветет и пахнет. Все нормально. Из новых распусков я единственное, что могу вам показать. Эту полочку, кстати, сегодня я пролила. Оказалось, что вроде как весь стеллаж полит, но вот эта полка высохла быстрее остальных, как-то просохла. Ну вот здесь у меня красавец Rainbow Big Lip. Смотрите, насколько он красив и ярок. Вообще обалденный. Ну как-то он жадничает на цветочки. И в этом году 3, в прошлом году было 2. Но уже прогресс. Думаю, подрастет, больше листвы нарастет, будет лучше. И вот Сонька открылась. Сонька, которая неизвестная из тех 5, что я покупала. По-моему, 1 у меня. Я считала, что 2 у меня погибло, а потом я вроде как нашла, что вроде у меня 4 осталось. Это Соня номер 4. Номер 4. И она открылась вот такой странной бабочкой. Посмотрите, девочки. И у нее, по-моему, с одной стороны вот здесь явно выражен защипчик, а вот с этой... Не, ну он тоже есть. Такие у нее крылышки, очень мелкий цветочек. Вот такая вот прелесть. Но все-таки с одной стороны защип более выражен. С другой он есть, но он менее выражен. Вот такая вот Соня у меня открыла свое личико. Я там смотрела, пыталась найти у Наташи, продавца, на тот момент, какие были в продаже бабочки. Ну, вроде есть такая бабочка. Единственное, что я до конца не уверена, кто это. Поэтому я не подписывала. Ну, таких вот каких-то козявок маленьких очень много в предложениях, и они часто бывают. И может быть даже хорошо, что бабочка, может это будет какая-то мультифлорка. Это хорошо, что не пилорик. Потому что если бы это был бы пилорик, он был бы вообще маленький. Так что... Будем считать, что нам повезло. Вот так вот покупаем сюрпризы дешевые по дешевке. Одна у меня каменная роза, наполовину бабочка. Другая там тюльпанчик, который как-то ни жив, ни мертв. Вот это получается 3-я вот такая вот. И 4-я еще себя не показала. Еще вот так, девочки. Без запаха. Да, не ароматит. Вот такая вот интересность. Ну, азарт есть азарт. Хотелось получить что-то этакое. Получила. Может быть, она со временем тоже вот так начнет цвести. Ой-ой-ой, как вот эта вот красопета. Ну, это не бабочка, это обычная Pink Dream. Обычный фаленопсис, но очень таким облачком цветет. И мне нравится, как расцвел сейчас Louis III Prince. Таким красивым облачком.
Так, поливаю Карину слегка. Но она, кстати, очень любит попить. Очень. Я не вижу с ней каких-то трудностей, проблем. Вот за все время она мне не приносила каких-то неприятностей. В отличие от биглипов. Биглипы, вот у меня с ними не все хорошо. Они как-то любят схлопывать корни. Там, девочки, мне кто-то из вас написал насчет то, что я показала, что сгнили корни. Я перелила своего красавца Пуаро, но он у меня еще с осени. В межсезонье я бахнула ему воды. Мне показалось, что он нуждается хорошо попить. И потом я еще ему решила сделать фитиль. В общем-то, я его уморила. Когда я его достала, у него половина корней не оказалось вообще. Я просто взяла его, обновила. И та часть верхняя корней, которая осталась над субстратом, я посадила в мох, а снизу керамзит. Я очень надеюсь, что с ним все будет хорошо. Тургор он сейчас не теряет, все нормально. Думаю, что через годик он восстановится. И девчонки мне пишут: Аня, как же так? Ты же Мика Хелпом поливала. Девочки, ну так Мика Хелп же не дает стопроцентную гарантию того, что он же не цементирует корни, не делает какую-то оболочку, чтобы корень вообще был, не воспринимал излишек влаги. Хоть каким фунгицидом залей, если нарушен баланс водный и где-то не хватило света, ну в том плане, что количество листьев небольшое, корней много, там они не дышат, они начинают, ты хорошенько полил, и корни начинают качать воду, а эту воду некуда девать, мало листьев, а у меня там на нем, он начал сбрасывать сначала листья, мне надо было сразу догнать, и раз он сбрасывает листья, значит надо уменьшить полив. Я сразу не смекнула, хотя я это знаю. И получилось, что получилось. Но я вовремя его достала, обрезала нижнюю часть, там прям огромная копна корней. И все, отправила на наращивание корней. Ну, так часто бывает с ними. У меня с биглипами это очень часто бывает. Я стараюсь с биглипами сильно не увлекаюсь покупкой биглипов в больших количествах. Так, где он стоял? Ой, кого-то я там задела. Ну, тут главное, конечно, если хорошо подобрано освещение. Листьями толкаемся, все понятно. А если хорошо подобрано освещение, то даже если вы много нальете воды и хороший свет, то у вас фотосинтез будет происходить активно, и у вас не будет застоя, и корни не погниют. Ну, так мне кажется. Так, кто там наступный? Так, всех полила. По-моему, Арван следующий стоял. Уже не хочу сейчас протирать им листья. Думаю, что на какое-то время, на недельку, может и больше, им этого полива хватит. Так, ну что, девчонки, буду с вами прощаться. Да, Лимоша? Говори всем пока. Тут надо 2 руки, чтобы хорошенечко все выставить. Вот как-то так. Теперь здесь поставим горизонт. Горизонт поставим здесь. Играемся. Горизонт пока в таком... У меня даже кашпо нет у него. Пускай пока так растет. Во временном таком блюдце. Так, и теперь этого красавца. Боже. С этим вообще надо очень аккуратно себя вести. Я прям боюсь где-то лишний раз его как-то не так поставить. Швейцарский карнавал — это еще тот хлопчик. Ну, вот так он будет у меня здесь располагаться. Длиннющие цветоносы на этой полке, потому что высоко лампы, они к лампам тянулись. Так, и сакурка. Сакурка моя.
Ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас залезу и выправлю цветонос Baby Face. Он там застрял. В общем, девочки, такая вот наша красота. Как мы скучали за этой красотой, помните? А теперь это просто вау-эффект. Пусть где-то 1, 2, 3 цветочка, но все равно это очень-очень красиво. Это радует. Вот это вот вообще. Один букет, второй. Такие мелкие, но такие прям нарядные, супер. Бабочка, Масюнька. Ну вот чем она лучше, чем вот эта красота, да? Смотрите, даже вот в таких вот стандартиках столько прелести. Красота. Красота. Все, всех обнимаю. Жду, пока откроют все свои цветочки моя любимая Шанечка. Обожаю ее запах. Обожаю. Она потом станет яркая, красивая. Я буду ходить и так ее вдыхать ее аромат. Прелесть. Все краски радуги. Слушайте, ну вообще, да? Среди зимы этого так не хватает. Все, друзья мои. Обнимаю. Всем мира и добра. Пока-пока. О, расщелкнулся бутон. Вчера он еще был закрытый.